Гайс. День, который должен был пройти совершенно обычно, внезапно превратился во что-то совершенно иное. За короткий промежуток времени один за другим перед поклонниками стали появляться моменты с Тэхёном и Чингуком, словно не оставляя им ни единой возможности по-настоящему перевести дух. Только один момент успевал закончить обсуждаться, как появлялся новый фрагмент. Только поклонники пытались осмыслить увиденное, как следовал очередной сюрприз. От Instagram-стоурис Тэхёна и настолько близкого по атмосфере прямого эфира до новых фрагментов их совместного времяпрепровождения, которые снова становились предметом обсуждений, все это появлялось словно части одной большой головоломки, постепенно складывающейся в единую историю. А для поклонников, которые следят за их путешествием уже много лет, атмосфера на этот раз ощущалась особенно, не потому, что произошло что-то грандиозное, а потому, что почти каждая маленькая деталь казалась такой теплой, естественной и наполненной близостью. Одним из моментов, который быстрее всего привлек внимание, стал момент, когда Тэхён показал Чингука в своей Instagram-стоурис. На этом фрагменте Чингук выглядел совершенно расслабленно в майке, а татуировки на его руке были хорошо видны. Конечно, именно эта деталь внешности сразу привлекла внимание, но чем дольше поклонники рассматривали видео, тем очевиднее становилось, что особенным этот момент делала не только внешность Чингука. Вся сцена была наполнена непринужденной атмосферой. Это совсем не выглядело как специально созданный момент, который должен был стать большим событием. Никакой сцены, никакой сложной концепции и никакой необходимости создавать драматичный эффект. Именно благодаря своей простоте этот момент казался еще более близким. Будто поклонникам позволили мельком увидеть атмосферу того времени, когда два участника BTS просто наслаждаются обществом друг друга без сильного давления со стороны внимания публики. Затем появилась еще одна маленькая деталь, заставившая поклонников внимательно рассматривать каждую секунду, они наслаждались музыкой и даже делили одни AirPods. Для человека, который увидит это лишь мельком, это может показаться совершенно обычным действием. Но для фандома, привыкшего замечать каждую деталь взаимодействия Тэхёна и Чингука, такая мелочь может иметь большое эмоциональное значение. Не потому, что один предмет или одно действие автоматически доказывает что-то большее, а потому, что этот момент показывал, насколько непринужденной была атмосфера между ними. Они выглядели так, будто просто наслаждались временем вместе, не пытаясь сделать его особенным для кого-либо. И именно такая простота заставляет поклонников чувствовать, будто они видят более естественную сторону двух людей, которые обычно находятся под постоянным вниманием камер. Но сюрпризы на этом не закончились. Внимание переключилось на то, как Тэхён и Чингук взаимодействовали перед камерой. Взгляды, которые встречались, легкие улыбки, изменения выражения лица и простые движения, когда один из них менял положение, все это стало объектом пристального внимания поклонников. В атмосфере происходящего было что-то такое, из-за чего многие почувствовали себя так, будто они наблюдают не за выступлением, а случайно заглянули в комнату, где два очень близких человека просто проводят время вместе. Некоторые поклонники даже в шутку говорили, что чувствуют себя комарами, которые случайно залетели в личное пространство, наполненное теплом. Конечно, это всего лишь фанатский способ описать, насколько сильными были их эмоции при просмотре этих моментов, но эта шутка также показывает одну вещь: даже самое простое взаимодействие может ощущаться очень ярко, когда за ним наблюдают миллионы людей, которые годами следят за их совместным путем. Особенно интересным прямой эфир делало отсутствие какого-либо драматичного заявления. Наоборот, именно легкий разговор, естественные изменения выражения лица, непринужденные улыбки и внимание, которое, казалось, следовало за движениями друг друга, создавали ощущение живой атмосферы. Когда один двигался, другой словно продолжал обращать на него внимание. Когда один говорил, выражение лица собеседника менялось вместе с ним. Именно такие детали поклонники затем вырезали из трансляции, публиковали повторно, анализировали и обсуждали. Каждая секунда словно имела собственную маленькую историю. И чем внимательнее поклонники смотрели, тем больше деталей замечали, которые могли быть упущены с первого просмотра.
После того, как прямой эфир оставил поклонников занятыми обсуждением многочисленных моментов, которые они успели увидеть, новый сюрприз снова появился благодаря публикации Тэхёна в блоге. На этот раз внимание вновь привлекли фрагменты его совместного времяпрепровождения с Чингуком. Атмосфера здесь ощущалась иначе, чем во время прямого эфира. Она была более непринужденной, спонтанной и наполненной визуальными моментами, из-за которых поклонники снова нажимали кнопку паузы, чтобы рассмотреть каждую деталь. Был момент, когда Чингук обнял Тэхёна, а также были моменты, когда они тренировались и обращали внимание друг на друга. Здесь не было длинных диалогов, которые должны были бы стать главным центром внимания. Главным языком этой истории стали визуальные детали и небольшие жесты. Одним из самых интересных моментов стало то, как простой переход от одного человека к другому мог вызвать огромную реакцию. Для обычного зрителя это, возможно, была всего лишь смена одного кадра на другой. Но для поклонников эти фрагменты ощущались как осколки воспоминаний, показывающие их динамику в самых разных ситуациях. От непринужденной атмосферы до физических тренировок, от смеха до более спокойных выражений лица, все это демонстрировало разные стороны совместного времяпрепровождения двух участников BTS. А поскольку эти фрагменты появились практически один за другим, эмоциональный эффект ощущался еще сильнее. На фоне всех этих моментов также появились обсуждения провокационного жеста, который Тэхён когда-то показал хейтерам, находясь на сцене, в то время как Чингук, как отмечали поклонники, сделал похожий жест незадолго до этого. Для некоторых фанатов это стало своеобразным символом смелости, нежелания позволять негативным комментариям со стороны влиять на их настроение. Однако, независимо от интерпретации, ясно одно: короткий жест способен очень быстро превратиться в большую тему для обсуждения в социальных сетях. Каждое выражение лица, движение руки и реакция на происходящее вокруг могут практически мгновенно стать частью более широкой истории внутри фандома. Если собрать все эти моменты воедино, тот день начинает выглядеть как история, созданная из множества маленьких фрагментов. Инстаграм-стаури показала Чингука. Прямой эфир подарил поклонникам разговоры и взгляды. Публикация в блоге снова продемонстрировала их совместное времяпрепровождение. Были объятия, улыбки, тренировки, музыка и даже такая маленькая деталь, как совместное использование AirPods. Каждый из этих моментов по отдельности, возможно, не казался чем-то масштабным. Но когда все это произошло практически одновременно, эффект оказался гораздо сильнее. Казалось, поклонники получили сразу несколько окон, через которые смогли увидеть разные стороны взаимодействия Тэхёна и Чингука. И, возможно, именно в этом заключается главная сила всей этой серии моментов. Не было необходимости считать какую-то одну сцену кульминацией всего происходящего. Не было необходимости превращать каждое взаимодействие в драматическое событие. Привлекательность заключалась как раз в том, что все происходило естественно и плавно. Один взгляд, одна улыбка, небольшое движение. Один человек обращает внимание, когда другой двигается. Два человека сидят рядом и наслаждаются музыкой. Именно такие простые детали позволяют поклонникам почувствовать атмосферу, которая существует за пределами официальных сцен и камер. Когда зазвучала песня First Love, атмосфера стала более спокойной, а внимание поклонников еще сильнее сосредоточилось на выражениях их лиц и общей атмосфере вокруг них. Музыка словно стала фоном, который сделал происходящее эмоционально более интимным. Казалось, что окружающий мир на несколько мгновений уменьшился, оставив в центре внимания разговор, музыку и их совместное времяпрепровождение. Для поклонников именно такие сцены часто остаются в памяти дольше всего, не потому, что произошло что-то грандиозное, а потому, что все выглядело просто и по-человечески. Конечно, важно отличать то, что действительно видно на кадрах, от интерпретаций, которые возникают внутри фандома. Ни один взгляд или отдельный жест сам по себе не способен объяснить личные отношения человека. Однако, как моменты совместного времяпрепровождения двух участников BTS, которых давно считают очень близкими, эти фрагменты действительно способны вызвать огромный эмоциональный отклик.
Поклонники могут свободно наслаждаться той химией, юмором и теплом, которые они видят, тогда как истинный личный смысл каждого взаимодействия остается известен только самому Тэхёну и Чингуку. Чем дольше поклонники рассматривали всю эту цепочку моментов, тем сильнее становилось ощущение, что ее привлекательность заключается не в каком-то одном событии. Именно совокупность всех деталей сделала этот день особенным. Один сюрприз появился в Инстаграм-стоуре. Затем прямой эфир открыл совершенно другую атмосферу. После этого публикация в блоге снова принесла новый фрагмент их совместного времени. Все это напоминало волны, которые одна за другой накатывали на фандом. Поклонники еще не успевали закончить обсуждение одного момента, как уже получали новый повод для разговоров.